Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня я расскажу вам о манерах и правилах посещения дома японцев, которые часто иностранцы по незнанию нарушают. И всего из 15 таких манер, которые желательно соблюдать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. И сегодня мы приехали в японскую деревню к родителям моего мужа Изуми, поэтому я покажу вам правила, которые желательно не нарушать, когда вы идете в гости к японцам. Идемте внутрь. Первое, нельзя приходить неожиданно. Даже если вы считаете, что вы хорошие друзья, нельзя просто прийти без приглашения или внезапно в тот же день. Допустим, если вы гуляете где-нибудь в городе, недалеко от дома вашего знакомого, это будет не очень хорошая манера позвонить и сказать, что вот я недалеко, можно я зайду в гости. Вам, скорее всего, не откажут, потому что японцы не любят отказывать напрямую, и вам скажут, да, конечно, заходи, даже если это не самое удобное время для человека. Поэтому нужно понимать, что японцы часто не любят отказывать, чтобы не доставить кому-то неудобства, и в результате бывает такое, что если вы этого не понимаете, вы можете доставить неудобства японцам, которые стесняются отказаться. Как общее правило, желательно хотя бы за один день договариваться о встрече и хотя бы за неделю, если вы хотите прийти в гости к человеку. И понятное дело, что если вы реально очень хорошие друзья, это зависит от человека. Есть люди, кого совершенно не смущает, если вы к ним внезапно в гости придете, но в большинстве случаев в Японии принято договариваться заранее, и чем раньше, тем лучше. Второе. Нежелательно слишком рано приходить. Японцы обычно очень пунктуальны, особенно когда дело касается работы или учебы. Считается предпочтительным приходить на рабочее место за 15-20 минут до начала рабочего дня, но это не касается похода кому-то в гости. Когда вы идете кому-то в гости, считается хорошей манерой опоздать на 5-10 минут, чтобы не мешать человеку подготавливаться к приему гостей, готовить, убирать и так далее. И думаю, что это правило касается не только Японии, это считается хорошей манерой много где, но наоборот, в Японии считается плохой манерой, если вы слишком сильно опоздали, поэтому, допустим, на час или два задержаться тоже считается не очень хорошо. Третье. Заходить в дом в верхней одежде считается неприличным. Часто в японских домах и квартирах не слишком много пространства у входной двери, и даже бывает нет гардероба или вешалок для верхней одежды. Поэтому, если вы будете снимать вашу верхнюю одежду внутри дома, это может быть не очень удобно за счет небольшого пространства. Снять верхнюю одежду перед входом в дом считается хорошей манерой, чтобы не создавать суматоху, особенно если вы не единственный гость, и также, чтобы не разносить пыль и грязь с улицы по дому. Когда мы идем в гости к родителям Изуми, я знаю, что у них большой дом, и там есть место, где можно снять пальто, поэтому в последнее время я заранее его не снимаю, но если я иду к кому-то в гости в квартиру, то я заранее снимаю верхнюю одежду, потому что знаю, что в квартирах особенно мало места, и там негде будет это все снимать, и также это считается хорошей манерой, если вы идете в ресторан, снимать пальто заранее, и на собеседование на работу. Четвертое. Мокрый зонт внутрь не заносят, а оставляют сушиться снаружи дома или квартиры. Есть специальные подставки, где можно оставить зонт, а если нет, то можно просто его открыть и оставить сушиться на полу у входа. Это считается вполне себе нормальным, и, к счастью, в Японии зонты очень редко крадут. Пятое. Нельзя заходить внутрь дома в обуви. Думаю, многие об этом и так знают. В Японии, в отличие от Америки, перед тем, как зайти внутрь дома, нужно снять обувь у специального порога под названием генкан. Но здесь тоже есть свои нюансы. Во-первых, на этот порог нельзя садиться. Вам нужно стоя, ровно, развернувшись спиной к двери, снять аккуратно вашу обувь и только потом подняться внутрь дома. Дальше нужно присесть и развернуть вашу обувь носками к выходу. Если вы этого не сделаете и просто кинете вашу обувь валяться, то хозяева могут сами вашу обувь развернуть, что не очень прилично, поэтому лучше сделать это самому. Это не только считается красивым и хорошей манерой, это также довольно удобно, потому что ваша обувь уже развернута к выходу носками, и когда вы уходите, вы просто можете свои ноги засунуть туда и идти дальше без суматохи. В этом случае, когда вы уходите, тоже нельзя садиться на порог. Если вам нужно, можно присесть на корточки, потому что в японских домах редко есть стул или табуретка, где можно присесть, чтобы обувь надеть, и также часто нет ложки для обуви. Поэтому мой лучший совет — это просто идти в обуви, которую можно легко снять и надеть. Седьмое. Когда вы заходите в дом к японцам, нужно сказать фразу «оджамашимас». Дословно она переводится как «извините, что я вам мешаю», но это стандартная фраза, которую обычно гости говорят хозяевам дома как часть приветствия.
8. Желательно купить подарок, даже если вам отказали. Японцы часто из вежливости говорят, что нет, ничего не нужно покупать, но даже в таком случае лучше купить небольшой подарок, чем приходить с пустыми руками. И хорошей манерой считается покупать так называемые киэмоно. Это вещи, которые исчезают, как переводится. В отличие от вещей, которые не исчезают и которые не советуют дарить, как, например, чашки, тарелки, магниты из поездки, аромадиффьюзеры и так далее. Вещи, которые останутся стоять в доме, даже если человеку они не нужны, но он стесняется их выкинуть. А киэмоно, вещи, которые исчезают, это печеньки, торты, чай или кофе, в общем, какие-то вкусняшки, которые можно съесть всем вместе. Если вы едете из другой страны или города, предпочтительно будет купить что-то, чем это местное знаменито, и наоборот считается не очень хорошей манерой покупать еду в магазине в 2 метрах от дома, куда вы идете. Культура дарить еду, когда вы идете кому-то в гости или возвращаетесь из поездки в другой город, в Японии настолько развита, что здесь есть огромные специализированные магазины с подарочными наборами, с печеньем, кексами и другими вкусняшками, отображающими особенность того или иного региона. Например, из Фукуоки как подарок часто везут сладости с местным зеленым чаем и соленые крекеры с икрой минтая, которым Фукуока знаменита. Выбор подарочных сладостей огромнейший, и не только сладостей, и мне особенно нравится, что всегда есть макеты с реалистичной едой, чтобы было понятно, что внутри этих коробок. Еще один интересный нюанс: когда вы покупаете такие подарочные сладости, вам дают 2 пакета. В один все упаковывают и второй внутрь кладут, чтобы если, допустим, ваш внешний пакет запачкался или помялся, когда вы ехали, вы могли использовать новый пакет, чтобы все было красиво и чисто. 9. Лучше не приходить босиком. И я понимаю, что особенно летом хочется свободу ногам, но в Японии считается хорошей манерой приходить в гости в чистых новых носках. И также не везде могут гостям предложить тапочки, поэтому если, допустим, вы босиком или вы в дырявых носках, не всегда получится ноги в тапочки спрятать, поскольку тапочек может не быть. Я этой привычке научилась от моего мужа Изуми. Если я летом иду гулять в шлепанцах, и я знаю, что мне нужно будет в этот день пойти куда-то в помещение, например, в больницу, или в храм, или кому-то в гости, где нужно будет снимать обувь, я с собой беру носки. И если я забыла носки, то можно зайти в 7-Eleven, convenience store, и купить там самые дешевые, главное, чтобы они были новые и чистые. 10. Если вам все же дали тапочки, то нужно быть аккуратными, потому что не во все комнаты в японском доме можно в тапочках заходить. Например, нельзя заходить в японскую комнату, где находится пол татами. Это японский традиционный пол, сделанный как из соломы. Поэтому нужно тапочки снять в коридоре, развернуть носками к выходу, и дальше можно уже в эту комнату заходить. И здесь тоже нужно быть аккуратными, потому что даже если вы босиком в носках, нельзя наступать на ободок татами. Можно только идти по части, где вот солома. Потому что это тоже плохая манера, о которой я раньше не знала, и как-то я наступила, и мне сделали замечание в японском доме, что нельзя на ободок татами наступать. Это не только татами портит, это считается, что вы наступаете как будто на лицо хозяина дома. Также в японских домах не заходят в обычных тапочках в туалетную комнату, а переобуваются в специальные туалетные тапочки. Такие тапочки часто можно встретить в доме у японских семей, ресторанах и общественных заведениях. Гостевые тапочки оставляют снаружи, но главное не забыть потом назад переобуться в обычные тапочки. У меня не раз было, когда я расхаживала по дому или ресторану в туалетных тапочках, что считается довольно неловким моментом. 11. Лучше не просить тур дома у хозяев. Есть люди, кто захочет показать вам и сам предложит, что здесь у нас наша кухня, зал, спальня и так далее, но чаще всего люди не показывают свой дом, это не часть японской культуры, а просто заводят людей в гостевую комнату и там устраивают чаепитие. И также лучше не садиться сразу, когда вам захотелось, потому что есть выделенное для гостей место, которое вам подготовил хозяин дома, и лучше дождаться, пока он вам сам не скажет, куда вам лучше сесть. В Японии считается, что у каждого места есть свой статус, и чем дальше от дверей и глубже в комнату места, тем выше у него статус. Поэтому часто важных гостей сажают вглубь комнаты, а хозяева дома садятся ближе к двери. И это пошло со времен самураев, когда чем ближе к двери ты сидел, тем больше у тебя шансов умереть, если враг зашел и зарубил тебя. Поэтому важных людей сажали вглубь комнаты.
У меня лично такое было, что я приходила к кому-то в гости, садилась на стул недалеко от двери, и меня потом пересаживали, говоря, что нет-нет, почему ты здесь, ближе к стене, туда, вглубь комнаты садись. И я не говорю, что всегда так. Допустим, у родителей Изуми они особо не сажают нас по статусу, у них просто есть их места, где папа сидит всегда, где мама всегда сидит, и поэтому мы с Изуми садимся на других свободных местах. Но, допустим, если это какая-то важная встреча, или если это встреча на работе, там практически всегда обращают внимание на место, где вы сидите. И если, допустим, вы только устроились в фирму работать, вы не можете сесть вглубь комнаты на самый дальний стул, вы должны будете сидеть как можно ближе к двери. Это считается хорошей манерой, и даже могут пересадить. У меня такое тоже было. 12. В Японии не принято есть своими палочками из общей тарелки. Поэтому, когда подается большое блюдо, которое предполагает, что будут есть все вместе, берут отдельные чистые палочки и ими раскладывают в каждую тарелку. И даже с родственниками обычно палочками своими не едят из общей тарелки. Я не говорю, что нет японцев, кто так себя ведет, но это не считается хорошей манерой. 13. Оставлять еду считается неприличным. Но что делать, если, допустим, вы наелись, или была еда, которая вам не понравилась по вкусу? Такое тоже бывает. В моем случае у меня есть Изуми, которая меня подстраховывает и доедает за мной еду, которая мне не понравилась втихаря. Но если у вас нет такого человека, то есть два варианта. Во-первых, можно заранее, до того, как вы начали есть, посмотреть, и если есть еда, которая вы точно знаете, вам не понравится, и вы такое не едите, можно сказать заранее, что вы такое не любите, у вас аллергия и так далее, и тогда это или уберут, или предложат другим гостям съесть. Или если, допустим, вы едите и понимаете, что вы уже не можете доесть, то можно честно сказать, что вы просто мало едите обычно, и вы наелись, но было очень вкусно. В этом нет ничего плохого, и можно предложить, если, допустим, вы остаетесь надолго, что вы потом доедите, как вариант. Японские порции могут показаться маленькими, но так только кажется, потому что все в маленьких тарелочках. За счет большого разнообразия и риса довольно быстро наедаешься, поэтому я всегда говорю, что я очень мало ем, пожалуйста, поменьше, и если что, прошу добавку. 14. Алкоголь и чай гости себе сами не наливают. Вначале хозяин дома заваривает чай и разливает его по чашкам всех гостей, после чего, в зависимости от человека, вам могут сказать «годжию не дозо», будьте вольны и наливайте чай, когда хотите, но вот алкоголь вам почти никогда не дадут налить самому себе. Причем это касается не только шампанского или вина, которое разливает хозяин дома из бутылки, но и если вам, допустим, дали вашу баночку пива личную, и вы хотите себе из нее налить себе в стакан пива, вам этого сделать не дадут. У вас будут эту бутылочку вырывать из рук, чтобы хозяин мог сам вам налить пиво в стакан, потому что считается хорошей манерой, если хозяин вам наливает алкоголь лично. Здесь тоже есть свой нюанс, когда вам наливают пиво или, допустим, саке японское, то нужно держать стакан в руках, чтобы он не стоял на столе, а именно был в ваших руках, двумя руками нужно держать, и если вам наливают вино или шампанское, стакан стоит на столе. И как ответный этикет, когда хозяин дома налил вам пиво из бутылки в ваш стакан, вы можете поблагодарить его, налив ему пиво в его стакан. И 15. Не оставайтесь слишком долго. Обычно хозяин дома не говорит, что вот, вам, наверное, пора уже уходить, поэтому время окончания решает сам гость. И считается вежливым сказать, что у вас потом есть какие-то дела, или завтра утром нужно будет рано вставать, поэтому время уже уходить. И раньше я этого не понимала. Я не понимала, почему японцы, которые к нам в гости приходят, говорят, что у них потом какие-то дела есть, вы же к нам в гости пришли. И также я не понимала, почему, допустим, мы не можем в гостях у наших очень хороших друзей оставаться допоздна, до последнего поезда, или, допустим, мы можем у вас на диване переночевать, я как-то предлагала, и у них у всех такие круглые глаза, потому что у японцев совершенно другая культура, и здесь даже если вы очень хорошие друзья, так не делают. Вам, конечно, не откажут, потому что японцы не отказывают напрямую часто, но это не считается хорошей манерой, поэтому лучше все в меру, и если даже вам очень весело, и даже если это ваши очень хорошие друзья, лучше все же уйти пораньше, а не оставаться до последнего поезда и не предлагать им переночевать у них на диване, окей? Это были манеры, которые лучше соблюдать, когда идете в гости к японцам, а есть ли какие-то особенные манеры похода в гости в вашей стране? Жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр, всем пока!